Хитрая хитч спрашивает. Россия будет свободной. Мне 20, студент-химик. А после диплома хочу отправиться в США, но не совсем уверен, что смогу закрепиться там. Поделитесь парой советов по жизни в Штатах и к чему стоит быть готовым русскому там. Ну, самое главное, если у вас будет там работа, вы там обязательно закрепитесь. Соединенные Штаты – страна невероятно открытая иммигрантам, страна, которой необыкновенно много что есть предложить иммигранту, особенно человеку, который хочет работать, умеет работать, молодой, у которого есть амбиции. Без работы в Соединенных Штатах остаться реально невозможно. Я не обещаю, что вы найдете там работу по профессии. Это гораздо более сложный вопрос. Я не знаю, какой статус будет у диплома, который вы получите в России. По всей видимости, вы в России сейчас учитесь. Но состояться на таком среднем уровне в Соединенных Штатах невероятно легко. И это действительно все еще пока страна, которая предлагает наибольшее количество возможностей человеку, который туда приезжает, в отличие от Европы, в отличие от Азии, в которых состоится значительно труднее, в отличие от Латинской Америки, которая очень интересная, но она подходит, скажем так, не человеку, который ищет на кого-то работать, а только людям, которые планируют состояться самостоятельно и уже обладают определенной подушкой безопасности. Поэтому в Соединенных Штатах вас ждет культурный шок, вас ждет огромное количество возможностей, и самое главное, что оказывает разрушительный эффект на человека, Соединенные Штаты предлагают огромное количество соблазнов, как и любое свободное общество или относительно свободное общество. И вот очень важно не стать жертвой этих соблазнов. Я имею в виду, конечно, и легкую доступность наркотиков, я имею в виду легкую доступность тех образов жизни, которые приводят, в общем, к внутреннему разрушению. Я имею в виду вот это вот изобилие того, что в популярном языке называется плохой компанией. Вот во все это в Соединенных Штатах вляпаться достаточно легко. Но если вы чувствуете в себе внутренний стержень, если вы понимаете, чего вы хотите от жизни, то Соединенные Штаты вам это дадут. Прелесть Соединенных Штатов, что они такие, как вы захотите, они совершенно разные. В зависимости от того, что вы ищете в жизни, вы в Соединенных Штатах это найдете. И поэтому меня так сильно раздражает, когда меня пытаются выдать за какого-то антиамериканиста. Вот я там критикую Джо Байдена, значит, я ненавижу Америку. Я считаю Соединенные Штаты до сих пор, наравне со Швейцарией, лучшим обществом из тех, которые сегодня существуют. Там есть огромное количество изъянов, движение, безусловно, идет в неправильном направлении, в направлении разрушения той свободы, которая в Соединенных Штатах сегодня есть. И это заставляет меня очень сильно переживать, потому что без этого эксперимента весь мир станет хуже. Но Соединенные Штаты я люблю, и та политическая система, которая там функционирует, это одна из лучших политических систем. И вы там себе найдете обязательно место, если вы амбициозны, если вы уверены в себе, если вы понимаете, чего вы хотите, если вы умеете сопротивляться порокам. Вот последнее – это действительно очень важно, потому что удовлетворить свои пороки в Соединенных Штатах легче, чем в какой-то другой стране. И Соединенные Штаты требуют от вас гораздо большего, чем от вас, например, требовала бы Европа или требовала бы какая-то азиатская страна восточная. В восточной стране предаться таким порокам, которым можно предаться в США, гораздо труднее. И это я говорю не только про наркотики, не только про алкоголизм, это и к социальным практикам тоже относится. То есть там гораздо легче стать в зависимости от того, какие у вас слабости, гораздо легче попасть в какую-то секту, гораздо легче стать жертвой какого-то сексуального разложения, если угодно, гораздо легче проявить себя с плохой стороны, потому что свобода, она имеет две стороны медали. Вот к этому готовьтесь. А все остальное в США классно.